Добрый день, дорогие друзья! В этом видео хочу вам рассказать, что испытывает и какие симптомы испытывает человек в период болезни коронавируса. Сейчас у меня 5-й день, как мы заболели. Я вам хочу рассказать, что по дням, какие были симптомы и чувства. Первый день, это пятница, это легкое недомогание, такое ощущение, как ОРВИ, обыкновенное ОРВИ, даже не придаешь этому значения. Да, даже я его днем за болезнь не считал. Суббота, получается, такой первый день. Это начинает проявляться днем это недомогание, чувство болезни, головные боли. К вечеру увеличение температуры. У меня, допустим, было 37,5. Температура это не самое страшное. Самое такое тяжелое, которое сложно с чем было справиться, это ломота. Реально начинает ломить кости. И это продолжалось 2 суток. 2 суток я не спал. Просто нереально уснуть, потому что ты ложишься, и тебя настолько начинает ломить спина, что просто ты вставал и ходил. Уже на температуру не обращал никакого внимания. И потом, впоследствии, это продолжалось суббота, воскресенье. Потом на 3-й день был такой всплеск, как будто ты уже почти выздоровел. Или такое просто наступило облегчение, что прошла эта ломота. И поэтому так может казалось. Но реально на 3-й день наступило облегчение. Кстати, не было ни насморка, ни кашля, ничего. После облегчения на 4-й день начался, начался насморк, кашля, правда, нету. И такое складывается ощущение, что вирус этот ходит по организму, да, и ищет те места, которые у человека уязвимые, чтобы их поразить. У меня нос, и он на нос мне его и нашел. На 4-й день поднялась опять температура. Да, в воскресенье на 2-й день температура была 38,3, по-моему. Так, на 3-й день, в понедельник, ее практически не было, там что-то по 37. На 4-й день было 37,5. Вчера тоже мне было вроде облегчение, но вчера ломоты не было. Такое состояние было, спутанное. Да, и первых 2 дня такое спутанное состояние, что головокружение страшно скрывать. И встаешь, у тебя голова кружится. Реально. Сегодня утром проснулся. Температуры нету, конечно, состояние болезненное, но хоть кое-как, потому что Катя меня тоже слегла, у нее температура 38,5. У меня нету, так приходится мне все по дому тут делать. Я и решил вам записать это видео, что испытывает человек, какие симптомы болезни в первые дни, так что, чтобы вы прекрасно знали, если они такие наступят. Они, кстати, очень похожи, потому что у Кати они просто повторяются. И если вы уже их испытываете, значит, знаете, что это уже наступил этот вирус. Кстати, да, после ломоты, когда ломало тебя, реально ломало, так ломало, что мало не покажется, это жизнь была. Последствия у меня, допустим, реально у меня болит спина. У меня спина, я не могу на нее ходить и лечь, потому что такое ощущение, знаете, когда ошпарил ее, там вылили ведро воды кипятка, и одежда, халат дотрагивается до кожи, и у тебя такое неприятное ощущение, как будто по ожогу. Да, ребята, какие еще симптомы? Это головные боли, это ужасные головные боли, особенно в первые 2-3 дня. Первых 2-3 дня это очень таких тяжелых, реально тяжелых было. Головные боли и глаза. Болят глаза. Глаза реально, они до сих пор болят, потому что такое сложивается впечатление, когда
несколько лет назад болел пневмонией, была температура там по 39, вот так тогда тоже болели глаза. Только сейчас вот температуры вроде нет, но глаза также болят очень. Потом говорят, что пропадает еще вкус, нюх. Ну, как бы я сейчас пробовал. Хотя я так ничего не чувствую, потому что у меня нос реально вот заложило, потому что я сам боялся, что на нос, потому что у меня одна ноздрена дышит, одна не дышит. И все-таки мне вот дало на нос, нашло слабое место. И еще, вот, допустим, у Кати на горло. У меня как бы горло было более-менее нормально, а ей очень плохо вот глотать. Вот, мне получается, вот, сейчас вот второй день она вот лежит, не встает. Очень горло болит. Совет небольшой. Самое главное, пейте побольше жидкости. Чем больше, тем лучше. Жидкости тогда не менее 2 литров в день выпивать. И вот когда у меня в воскресенье первых 2 дня было, ломило и такое тяжелое состояние было, в понедельник наступило облегчение. Вот в воскресенье я выпил много-много жидкости. И жидкости я расскажу потом чуть дальше, какой. И я утром проснулся в понедельник, у меня кровать была мокрая. Вы не представляете, такое ощущение, что туда в ведро воды мою подушку с Катей такую вот брали и выжимали просто, потому что настолько. Но зато вот этим потом у меня все это вышло, вся эта гадость, и мне в понедельник стало полегче. А что конкретно я вот делаю, пью, потому что нужна жидкость и витамины. Витамин вот С. Я просто купил лимона, я выдавливаю банку сок лимона, потом то, что не выдавил, нарезаю мелкими кубиками, закидываю, заливаю туда кипятком, для вкуса еще сахарка немножко сыпну, и все. И вот такая вот штука. За день я таких, наверное, баночки 3-4 литровых выпиваю, но потом будьте готовы, что вы ночью пропотеете бомбически, реально бомбически, но зато потом полегче становится. Но это чисто мое, как говорится, наблюдение. Так что, ребята, берегите себя и своих родных и близких и не болейте, потому что надо бороться с этой страшной болезнью. Косит она всех подряд и никого не щадит. Так что до новых встреч. Пока-пока.